Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать очень красивые снежинки для декора дома или новогоднего подарка. Делаются они очень просто и достаточно быстро, а смотрятся очаровательно. Приступим! Для начала нам нужно нарисовать контур снежинок. Можно это сделать самостоятельно, а можно найти понравившуюся картинку в интернете и распечатать ее. Или, как сделала я, приложить лист к экрану и срисовать. Дальше нам понадобится пергамент для выпечки. Отрезаем или отрываем кусочки по размеру эскиза снежинок. Если вдруг у вас нет пергамента, можете использовать стекло или плотную прозрачную пластиковую папку для документа, но не тонкий файл и не бумагу. Фиксируем пергамент на эскизе и хорошо разогретым термоклеем рисуем снежинку. Для этой работы не подойдет низкотемпературный термопистолет, так как он не разогревает клей до нужного состояния. Даем снежинке полностью остыть, и чтобы отделить ее от пергамента, держим под струей воды, пока лист полностью не намокнет. Оставляем на несколько секунд, и снежинки свободны. Если не делать тонких участков, особенно в соединениях, снежинки получаются очень прочные. Но даже если где-то у вас получился тонкий переход, всегда можно добавить термоклея. Правда, все последующие слои все-таки будут выделяться, поэтому старайтесь сразу заполнить снежинку термоклеем равномерно. Теперь нам понадобится клей ПВА и блестки. Высыпаем в емкость блестки, добавляем ПВА, как следует размешиваем и красим получившейся смесью снежинки в 2-3 слоя с обязательной просушкой каждого слоя. И не забудьте про заднюю сторону. Наши снежинки готовы. Блестки не осыпаются, сверкают и переливаются. По желанию можно покрыть лаком, так поверхность снежинок станет гладкой. Но на мой взгляд, это совсем не обязательно. Кстати, золотая снежинка покупная, и, честно говоря, самодельные снежинки ей ничуть не уступают, а по цене выходят намного дешевле. Надеюсь, это видео было полезным. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем волшебного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!